Всем привет, друзья! Сегодняшняя тема, как всегда, актуальная, потому что начинающие пчеловоды то и делают, что задают такие вопросы. Скажи, когда нужно кормить пчел? Конкретное число ждут. Кто давно на канале, знает мое отношение к конкретным числам. Почему нельзя на ютубе называть их? Потому что, как известно, все мы живем в разных местах, в разных климатических условиях. И если я скажу какое-то конкретное число, оно не всем подойдет. Тем не менее, среднее число все-таки можно назвать. И я сегодня его назву. Но перед этим, друзья, огромная вам благодарность, кто откликнулся на вчерашний призыв под видео подписаться. Подписалось практически 50 человек под одним роликом. Это очень много. Также, друзья, не забывайте подписаться и под этим, чтобы получать всегда актуальную и своевременную информацию. А сейчас давайте все-таки поговорим о числах. Итак, а теперь о конкретных числах. Друзья, практически с 15 августа и до 15 сентября. Целый месяц у вас есть, чтобы подготовить пчелок к зимовке. Это, соответственно, собрать гнездо и закормить. Конкретнее сказать уже не могу, потому что каждый год у людей все меняется. Где-то и погодка, где-то и сила семей из года в год разная. Потому есть целый месяц на подготовку пчелиных семей. Не ждите, друзья, никогда никаких конкретных чисел ни от кого. Если вам какой-то пчеловод где-то, кроме своего местного пчеловода, если вы спросили, по ютубу только можно ориентироваться тоже у местных пчеловодов. Нельзя слушать всех подряд, потому что кто-то скажет конкретные числа, вы сделаете, а у вас совсем другая ситуация и подойдете к зиме не готовыми. Но вот этот диапазон такой разбросанный месяц, более-менее адекватный, он практически всем подойдет, если вы к 15 сентябрю все сделаете, и ваша семья будет закормлена, сидеть уже, не в клубе, пускай рыхлый клуб, но тем не менее. Корма будут, все прекрасно, нарастите к этому времени пчелок, и зимовка у вас будет отличная. Почему, друзья, такой разброс, я говорю, целый месяц? Потому что бывает такое, что нельзя с первого раза, скажем, собрать пчел в зиму. Я имею в виду сформировать гнездо. Бывает такое, что где-то матка подсеяла там кусочек, и вроде бы и вытащить рамочку жалко. Но тем не менее, там вы смотрите, много перги, меда практически нет, и кусочек расплода. Понятное дело, хочется подождать, пока он выйдет. Соответственно, и я так собираю, в два этапа. Но не все семьи. Бывают семьи идеальные, практически ничего собирать не нужно. В основном я стараюсь такие и держать. Посмотрел, ложе готово, все готово, просто поджал по силе, и на этом все. Но бывают такие, что где-то не срабатывают, и нужно предварительно собрать. И потом по выходу, скажем, расплода убрать лишние рамки, некачественные рамки, и уже это конечная сборка. После конечной сборки можно приступать к закорму, кто, конечно же, нуждается. Я думаю, это понятно. Так что, друзья, начинающие пчеловоды, у вас есть целый месяц, практически целый месяц еще у вас есть, чтобы все сделать, как говорится, по фэншую с пчелиными семьями. Еще пару слов, друзья, о пчелином ложе. Это для начинающих пчеловодов будет интересно. В идеальной ситуации клуб садится вот так. Здесь медовенькие, потом идут маломедочки такие, по 1,5-2 килограмма, и опять медовенькие. И здесь вот такая борода, здесь расплодик. Идеальный вариант, пчелки сами себя так формируют в зиму. Все. Бывает такое, что где-то пчеловод тасовал рамочки, и здесь может быть медовая прям посередине, либо перговая. Это уже косяки пчеловода. По идее, они оставляют себе низ открытый. Здесь все в меду вверх полностью. В
принципе, здесь 18-20 килограмм свободно для зимовки им хватает. Ну, пчеловод забирает лишнее, если улей побольше. При закорме, если вы хотите, скажем, помочь им немножко, вы даете сироп. И, соответственно, здесь выходит расплодик, и они в эти ячеечки заливают сиропом. Все зависит от количества сиропа. Могут залить полностью, но тогда им не совсем будет комфортно зимовать, потому что здесь будет все залито, а пчелки на меду сидеть не хотят. Им теплее, конечно же, на сотах. Соответственно, все вы должны оценивать по осмотрах. Нельзя так сказать, что ваша семья готова, либо не готова. Пчеловод всегда решает на месте. Начинающий, опытный, без разницы. Посмотрел в семью и прикинул, что делать дальше. Какое количество сиропа давать, тоже оценивается на месте. Есть ли запасы, нет запасов, пустые семьи и так далее. Но вот этот пятачок такой, пчелиного ложа, как бы такую бородку, готовую с чистых сот под зимовку, я оставляю. Им хватает полностью этого меда, пускай это 1,5-2 килограмма на каждой рамочке. Здесь общей сложности где-то килограмм 8, практически на всю зимовку. А потом они переходят уже на крайние рамочки, когда уже практически у них идет как бы расплод, это уже такая весна начинается, и прекрасно зимует. Как я всегда говорил, практически я пчел к зимовке не готовлю. Контролирую. Если меня все после отбора магазинов все устраивает здесь, я ничего не делаю. Отобрал магазины, посмотрел, может лишнюю какую-то уберу, поджал и все, пускай работают. Ну, обработал от клеща, не забывайте про это. В общем, друзья, для закорма вам нужно подобрать такой момент, что практически весь расплод уже будет у вас на выходе, соответственно, будете давать закорм. Пчелки выходят, они заливают пустые ячейки сиропом. Вот и все. Также обращайте внимание на температуру. Ваш закорм должен закончиться до того, как придет, скажем, температура ближе к 10 градусам плюс. То есть опустилась температура, лучше уже прекращать любые манипуляции. До того. Выше 10, там 15 можно еще кормить. Все, ориентируйтесь, как говорится, на местности. Так что, я думаю, может, как-то и объяснил более-менее, не знаю. Что ж, друзья, не забывайте подписываться. Всем спасибо, всем пока.